Все мы часто сталкиваемся с вопросом, какая страна подходит лучше для проживания, где больше ресурсов и где комфортнее жить. По какому критерию удобнее определить богатство государства и состояние людей, проживающих в нем? Это ВВП, он же валовый внутренний продукт. Это показатель богатства страны, который получается из таких источников, как экспортная выручка, доходы, потребление и стоимость товаров и услуг, производимых страной в течение года. Установление эталона в соответствии с этим показателем и установление одинаковых параметров для всех стран – вот что делает ВВП столь популярным в демонстрации и сравнении богатства. ВВП на душу населения – это богатство, деленное на количество жителей в стране, что является полезным показателем, который может дать представление о качестве жизни в стране. Если ВВП на душу населения высок, это говорит о богатстве и процветании жителей страны. Мы собрали рейтинг 10 богатейших стран мира по показателю ВВП на душу населения с использованием приоритета покупательной способности, и это популярная метрика, используемая макроэкономическими аналитиками, которые сравнивают валюты разных стран через стоимость корзины товаров и позволяют более прямолинейно сравнивать экономическую производительность и уровень жизни между странами. А прежде чем мы перейдем к списку 10 богатейших стран мира, прошу вас поставить лайк к этому видео и подписаться на канал. Сан-Марино. Население 33 тысячи человек. ВВП на душу населения 70 139 долларов США. Стабильная и процветающая экономика Сан-Марино отчасти обязана своим находчивым гражданам, которые смогли успешно адаптироваться и использовать имеющиеся ресурсы. Традиционно Сан-Марино была страной фермеров, каменотесов, производящих сыры и сельскохозяйственную продукцию. Сегодня ее граждане вносят свой вклад в экономику, производя керамику, плитку, строительные материалы, мебель, одежду, ткани, краски, качественные спиртные напитки и вина на экспорт. Экспорт фруктов также стал одним из факторов недавнего экономического роста страны. Полностью окруженная Италией, Сан-Марино все еще сохраняет тесные отношения со страной, которой оно ранее принадлежало, включая платежи итальянского правительства за монополии на табак и другие товары в этом микрогосударстве. Банковская система Сан-Марино также тесно интегрирована в ЕС через итальянскую экономику, ее валютную и таможенную системы. И, наконец, более половины ВВП страны приходится на туризм. Еще Сан-Марино входит в десятку самых маленьких стран мира, видео о которых есть у нас на канале. Бруней. Население 437 тысяч человек. ВВП на душу населения 74 953 долларов США. Получив независимость от Великобритании в 1984 году, маленькая южноазиатская страна быстро превратилась в одну из богатейших стран мира. Ее султаны регулируют все, от армии до экономики, устанавливая уникальные карательные правила и обеспечивая бесплатное образование и медицинское обслуживание для своих граждан. Уровень грамотности в Брунее составляет более 97%. Бруней известен как вторая после Сингапура самая счастливая страна на континенте, что может удивить, учитывая, что богатство страны распределено неравномерно и большая часть населения живет в бедности. Тем не менее, в то время как государственный долг США в 2018 году составлял 106% от ВВП, в Брунее он составлял всего 2,4%. То, что сделала Бруней таким богатым, это его отрасль морского нефтяного бурения, приносящая экономическое богатство за счет экспорта. Хорошо известно, что в Брунее есть люди, которые наслаждаются роскошью с большим количеством автомобилей, чем в большинстве стран мира. Соединенные Штаты Америки. Население 331 миллион человек. ВВП на душу населения 76 027 долларов США. Обладая богатыми ресурсами земли и самой большой экономикой в мире, Соединенные Штаты имеют высокую покупательную способность. Они обеспечивают себя энергией и могут экспортировать нефть и газ для получения прибыли. А размер их экономики и высокие темпы роста реального ВВП не имеют себе равных ни в одной
другой стране. В стране относительно дерегулированная рыночная экономика с децентрализованной политической системой. Практически нет государственных предприятий, а правовая система защищает ответственность инвесторов. Америка остается одной из ведущих стран, где богатство делится не поровну. Здесь существует развитая финансовая система, основанная на акционерном финансировании, и децентрализированная банковская система, которая поддерживает предпринимательскую деятельность. Тем не менее, государственный долг в настоящее время составляет 31 триллион долларов. Норвегия. Население 5 миллионов 421 тысяча человек. ВВП на душу населения 77 808 долларов США. Норвегия известна самым высоким уровнем жизни на Земле и занимает первое место по индексу человеческого развития благодаря передовой системе образования, развитой системе социального обеспечения и всеобщему здравоохранению. Экспорт сырьевых нефтегазовых ресурсов является ведущим в экономике, а богатые запасы гарантируют будущее процветание, включая морепродукты, гидроэнергию, пиломатериалы, минералы, природный газ и пресную воду. Нефть – еще один экспорт, который приносит Норвегии богатство с 1970-х годов. Правительство вкладывает средства в бесплатное образование для своих граждан, а родители заботятся о том, чтобы дети с раннего возраста приучались к производительности труда. Занятость работой – это культурная традиция Норвегии. Основные профессии включают телекоммуникации и технологии. Уровень безработицы и бедности в Норвегии составляет 5% и 0,5% соответственно. Объединенные Арабские Эмираты. Население 9 миллионов 890 тысяч человек. ВВП на душу населения 78 255 долларов США. В этой стране с 1770-х годов и до конца 1930-х годов развивалась жемчужная индустрия, а ныряние за жемчугом превратилось в значительный источник дохода для жителей небольших деревень. Сумев создать одни из самых роскошных курортов в мире, Дубай вместе с остальной частью страны перешел к туризму, который продолжает инвестировать в себя благодаря постоянному росту и популярности. Открытие нефти в конце 1950-х годов вызвало столкновение между жителями Дубая и Абу-Даби, причем последние получили преимущество за счет нефтяных границ и стали богаче, в то время как первые испытывали трудности. В то время как Абу-Даби процветал, правитель Дубая не терял надежды на потенциал своего государства. Одолжив десятки миллиардов долларов для инвестиций в инфраструктуру государства в 1958 году и построив первый аэропорт в 1960 году. Швейцария. Население 8 миллионов 654 тысячи человек. ВВП на душу населения 84 658 долларов США. Швейцария считается одной из самых счастливых и здоровых стран на Земле. В Швейцарии проживают немецко-, франко- и итальяноязычные граждане, которые мирно живут и процветают вместе уже более 800 лет. Даже несмотря на высокую стоимость жизни, дорогие товары и услуги, а также чрезвычайно высокую стоимость швейцарского франка по отношению к другим валютам, люди стремятся к сотрудничеству с этой страной через бизнес или туризм. Швейцария высоко ценится инвесторами, которые ищут безопасную гавань для высокодоходных сделок. Привлекательные налоговые ставки привлекают инвестиции, а международные компании стремятся расширить свой бизнес в Швейцарии. Швейцарцы – новаторы, умело превращающие природные ресурсы в качественные товары, такие как пользующийся большим спросом шоколад, сыр, ювелирные изделия, предметы домашнего декора и мебель. Наибольший вклад в ВВП вносит экспорт. Драгоценные камни и драгоценные металлы приносят почти 100 миллиардов долларов в год. За ними следует фармацевтика и машиностроение. Горы, очарование городов и роскошный образ жизни ежегодно привлекают миллионы туристов, а высокоразвитый туристический сектор не отпугивает своими высокими ценами. Благодаря отсутствию налога на прирост капитала, низкому налогу на добавленную стоимость на свою продукцию в размере 7,7% и более низким, чем в среднем по странам, подоходным налогам, швейцарцы также с удовольствием инвестируют в свою экономику, предпочитая покупать местную продукцию, оплачивая вывоз мусора и непростительно дорогие бутылки воды.
Катар. Население 2 миллиона 881 тысяча человек. ВВП на душу населения 112 780 долларов США. Имея 50 лет назад лишь небольшую рыбную промышленность и почти полное отсутствие школ, некогда спящий полуостров за последние 2 десятилетия превратился в значительный мировой центр экспорта нефти. Впервые Катар начал массовый экспорт природного газа в 1997 году в Японию и Испанию, расширив его в начале 2000-х годов на другие страны. 15 лет и 14 заводов по производству природного газа спустя его ВВП вырос в геометрической прогрессии с 30 миллиардов долларов до более чем 200 миллиардов долларов. Катар обладает самыми большими запасами природного газа в мире после России и Ирана. Почти 900 триллионов кубических футов составляют 60% его коллективного ВВП. Страна также получает значительные доходы от инвестиций в иностранные бренды, банки и даже футбольную команду Пари Сен-Жермен и недвижимость в Лондоне. Ирландия. Население 4 миллиона 937 тысяч человек. ВВП на душу населения 124 596 долларов США. За последний год Ирландия сместила с 3-го места Катар. Низкие корпоративные налоги постоянно привлекают многочисленные многомиллиардные компании переезжать и развивать свой бизнес в Ирландии, способствуя росту ВВП и высокому уровню жизни населения. Хотя граждане получают высокую заработную плату, доход на душу населения растет медленнее, чем общий ВВП. Стабильность страны и постоянный рост благосостояния за счет туризма, сельского хозяйства и производства являются желанными для других стран. Основными статьями экспорта страны являются металлы и продукты питания, включая пивоварение, компьютеры, запчасти и программное обеспечение, а также текстиль. Сингапур. Население 5 миллионов 850 тысяч человек. ВВП на душу населения 131 580 долларов США. Отсутствие природных ресурсов, на которых можно было бы построить экономику, не помешало трудолюбивым и изобретательным сингапурцам превратить свою страну во вторую по богатству в мире. То, что Сингапур является мировым центром для глобальных компаний, предоставляющих финансовые услуги, является движущей силой экономики. Рабочие места в сфере производства, услуг, транспортного машиностроения и логистики хорошо оплачиваются гражданам, а электроника, биотехнологии и химикаты являются основными статьями экспорта страны. Сингапур ежегодно привлекает миллионы туристов. Кроме того, правительство создало очень благоприятную экономическую среду для прямых иностранных инвестиций. Люксембург. Население 625 тысяч человек. ВВП на душу населения 140 694 доллара США. Известный высоким уровнем доходов и низким уровнем безработицы, Люксембург является самой богатой страной в мире. Хотя уровень инфляции в стране вырос до 6,8% в августе 2022 года, ее богатство остается стабильным. По данным Всемирного экономического форума, основным фактором высокого ВВП Люксембурга является большое количество людей, работающих в этой крошечной стране и одновременно проживающих в соседних западноевропейских странах. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Также нажимайте на колокольчик и пишите в комментариях, в какой стране вы бы хотели жить. До скорой встречи!